Застегните ремни. Мы отправляемся в невероятное путешествие по Солнечной системе. От раскаленного сердца нашего звездного двора, Солнца, до самых отдаленных и мрачных глубин космоса. Здесь каждый шаг словно прыжок в новую эпоху и новый мир, где жара соседствует с вечным льдом. А бездна тьмы хранит тайны, которые человечество только начинает постигать. Приготовьтесь к знакомству с планетами, спутниками, астероидами и загадочными объектами, которые вместе создают уникальную картину нашего космического дома. Это путешествие обещает быть одновременно захватывающим и опасным, но главное – невероятно познавательным. Поехали! Наше путешествие начинается с Солнца. Гигантский раскаленный шар, находящийся в 150 миллионах километров от Земли. Это не просто светило. Это ядерный реактор колоссальной мощности, в котором каждую секунду происходят миллионы термоядерных взрывов. Солнце – источник почти всей энергии на нашей планете. Все, что живет, дышит, растет, движется, обязано этим светом и теплом, идущим с его поверхности. Сердце Солнца – его ядро. Температура здесь достигает 15 миллионов градусов по Цельсию. И именно в этом аду рождаются фотоны – крошечные частицы света. Но прежде чем добраться до поверхности, они проходят путь в сотни тысяч лет, лавируя через плотные слои плазмы. Как если бы вы пытались выйти из толпы в миллион человек, где каждый шаг – борьба. Солнце – это звезда, одна из более чем 100 миллиардов в нашей галактике Млечном Пути. Но для нас оно особенное. Оно ближе всех, и его поведение напрямую влияет на климат, погоду, даже на технологии. Когда на его поверхности происходят выбросы корональной массы, огромные облака заряженных частиц устремляются в сторону Земли. В худших случаях это может вывести из строя спутники, повредить электросети и нарушить радиосвязь. В лучших мы видим завораживающее северное сияние, игру светящихся волн в небе. Поверхность Солнца называется фотосферой. Здесь температура около 5500 градусов. Для сравнения, это в 3 раза горячее, чем температура лавы. Над фотосферой – хромосфера и корона. И вот что поразительно. Корона горячая, чем сама поверхность. Миллионы градусов против тысяч. Ученые до сих пор не уверены, почему. Возможно, дело в волновых резонансах и магнитных полях, пронизывающих солнечную атмосферу. Солнце живет своей звездной жизнью, сейчас оно на середине пути. Его возраст около 4,6 миллиарда лет, и примерно столько же ему еще предстоит светить. Когда топливо, водород, в ядре закончится, начнется новый этап. Солнце раздуется в красного гиганта, поглотит ближайшие планеты, возможно, даже Землю, а затем сбросит свои внешние слои, оставив после себя белый карлик, тусклое и плотное ядро, остывающее в темноте. Но пока это далеко. Сегодня Солнце – мощный и стабильный маяк жизни. Оно рождает погоду, ветры, приливы. Оно движет атмосферой, питает растения, запускает круговорот воды. Без него Земля была бы замороженным шаром, дрейфующим в бескрайней тьме. Солнце – это не просто небесное тело, это фундамент нашей реальности. Каждое его утро – напоминание. Мы живем в системе, где все вращается вокруг яркого, пылающего сердца. Погружаемся в центр звезды, где температура в миллионы градусов, и каждое движение – борьба материи и антиматерии. Ядро Солнца – это не просто жаркое место. Это сцена постоянной битвы на квантовом уровне, где физика выходит за пределы привычного понимания. Здесь, в глубине, давление столь велико, что атомы водорода лишаются своих электронов и превращаются в плазму, четвертое состояние вещества. Под этим невообразимым давлением протоны сталкиваются с такой скоростью, что преодолевают отталкивание своих положительных зарядов. Это редкий случай, когда природа позволяет двум идентичным частицам слиться в одну. Так начинается термоядерный синтез. Процесс выглядит примерно так. Два протона сталкиваются, один из них превращается в нейтрон, испуская позитрон, антипартнер электрона, и нейтрино, которое с почти световой скоростью покидает Солнце. Получившийся дейтрон соединяется с еще одним протоном. Рождается гелий-3. И, наконец, два таких ядра объединяются в гелий-4, высвобождая колоссальную энергию. Именно она питает свет и тепло, которое мы чувствуем на Земле. Это не мгновенная вспышка. Фотоны, рожденные в ядре, блуждают среди плотной солнечной материи до миллиона лет, прежде чем добраться до поверхности. Представьте себе свет, который появился, когда на Земле еще не было ни динозавров, ни океанов. И только сейчас он выходит наружу. Материя и антиматерия здесь действительно встречаются, пусть и мимолетно. Позитроны, возникающие при синтезе, сталкиваются с электронами, аннигилируя и высвобождая энергию.
Это одна из причин, почему процесс столь эффективен. Температура в ядре около 15 миллионов градусов Цельсия. Давление в сотни миллиардов раз больше земного атмосферного. Если бы вы каким-то чудом оказались там, вы бы не просто испарились, вы бы распались на элементарные частицы. Солнце стабильно, потому что в нем царит баланс. Гравитация тянет все внутрь, стремясь сжать звезду. Но термоядерная энергия, производимая в ядре, толкает вещество наружу. Это как гигантская рукопашная схватка, в которой ничья длится уже миллиарды лет. И пока эта битва продолжается, мы живем. Буря века. Как солнечные вспышки влияют на Землю? Взрывной тур по корональным выбросам массы, которые могут выключить электричество на всей планете. На первый взгляд, Солнце кажется стабильным. Но это иллюзия. Его поверхность – бурлящий океан плазмы, вечно в движении. Здесь рождаются одни из самых мощных явлений в Солнечной системе – солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Солнечная вспышка – это внезапный выброс огромного количества энергии. Она возникает, когда перепутанные линии магнитного поля в атмосфере Солнца резко перещелкиваются, высвобождая энергию, сопоставимую с миллиардами ядерных бомб. За считанные минуты в пространство выбрасываются рентгеновские лучи, ультрафиолет и радиация. Но главное шоу начинается, когда за вспышкой следует корональный выброс массы. Это выброс миллиардов тонн солнечной плазмы, заряженной частицами и пронизанной магнитным полем. Когда такой поток мчится к Земле со скоростью до 3000 км в секунду, у нас есть всего 1-2 дня на подготовку. Если выброс попадает в магнитосферу Земли, начинается геомагнитная буря. Атмосфера начинает светиться, рождая полярные сияния даже там, где их никогда не бывает. Но кроме красоты есть и угроза. Сильные бури могут выводить из строя спутники, нарушать GPS, обрывать радиосвязь и даже перегружать трансформаторы на электростанциях. В 1989 году выброс солнечной плазмы отключил энергосистему в канадской провинции Квебек. За несколько минут в темноте остались миллионы людей. Самая мощная зафиксированная буря случилась в 1859 году. Событие Каррингтона. Тогда телеграфные аппараты искрили и работали даже без источника питания. Если такое произойдет сегодня, последствия будут катастрофическими. Глобальные сбои связи, навигации, интернета, авиации, спутников и всей энергосистемы. Ученые отслеживают активность Солнца с помощью спутников вроде СОЭО и СДО. Эти обсерватории наблюдают за каждой вспышкой, рассчитывают скорость и направление выбросов, чтобы предупредить Землю. Время – ключевой фактор. Иногда у нас есть всего 15 минут. Солнце не просто светило. Это источник потенциальной космической угрозы. И когда оно вспыхивает, вся наша технологическая цивилизация оказывается на линии огня. Смерть светила. Как Солнце нас убьет? Сценарий конца – красный гигант, испепеленная Земля и предсмертный выдох Солнечной системы. Солнце – это двигатель жизни. Но у любого двигателя есть срок службы. Сейчас оно находится в середине своего жизненного пути. Стабильное, горячее, надежное. Но в масштабах Вселенной это всего лишь пауза между рождением и гибелью. Через примерно 5 миллиардов лет Солнце исчерпает свой основной ресурс – водород в ядре. Без него термоядерная реакция остановится, гравитация начнет сжимать ядро, и температура там снова вырастет. Настолько, что начнется слияние гелия в углерод. Это запустит цепную реакцию, наружные слои звезды распухнут и отбросятся прочь. Так начнется последняя глава – фаза красного гиганта. Солнце станет чудовищем в 100 раз больше нынешнего размера. Его края могут дотянуться до орбиты Земли. Даже если наша планета каким-то чудом не будет поглощена, условия станут непереносимыми. Океаны выкипят, атмосфера исчезнет, поверхность раскалится до красна. Но это еще не конец. Когда Солнце сожжет весь гелий, оно уже не сможет поддерживать реакции. Наружные оболочки будут сброшены в космос, как сияющий газовый кокон. Так рождается планетарная туманность. То, что останется в центре – белый карлик. Белый карлик – это плотное мертвое ядро звезды, размером с Землю, но с массой почти как у Солнца. В нем уже не будет реакции, не будет света, не будет будущего. Просто остывающее тело, которое со временем потускнеет до полного молчания. Это не будет внезапно. Это не будет громко. Но это будет финал. Солнце, некогда поддерживавшее жизнь, уничтожит ее. Земля станет безжизненным камнем, обугленным в агонии угасания. И хотя до этого еще миллиарды лет, сценарий уже написан.
Это не катастрофа, которую можно остановить. Это биология звезды. Это ее судьба. И наша вместе с ней. Меркурий – планета контрастов. Самая близкая к Солнцу, самая быстрая и одна из самых загадочных – Меркурий. Это крошечный мир, едва крупнее Луны, но с характеристиками, которые заставляют ученых по сей день ломать голову. Меркурий – планета крайностей. Днем его поверхность раскаляется до плюс 430 градусов Цельсия, но стоит Солнцу уйти за горизонт, температура падает до минус 180 градусов Цельсия. Ни одна другая планета не испытывает таких перепадов. Все из-за почти полного отсутствия атмосферы. Нечему удерживать тепло. Это мир без ветров, дождей и облаков. Вакуум. Каждый кратер, каждая трещина. След древней бомбардировки, не стертой временем. Меркурий заморожен в прошлом, как капсула с геологической памятью Солнечной системы. На его поверхности следы странного сокращения, гигантские обрывы, протянувшиеся на сотни километров. Ученые считают, что когда ядро планеты остывало, оно сжималось, и вместе с ним сжималась кора, словно кожура на сморщивающемся яблоке. Меркурий удивляет и внутри. У него непропорционально большое металлическое ядро почти 85% от радиуса. Возможно, когда-то он был больше, но столкновение с другой протопланетой сорвало внешние слои. Осталось только плотное тяжелое сердце. И несмотря на свой небольшой размер, Меркурий обладает магнитным полем. Это редкость для каменных планет, особенно таких малых. Его поле в 100 раз слабее земного, но все же достаточно сильное, чтобы взаимодействовать с солнечным ветром и создавать миниатюрные полярные сияния. Год на Меркурии длится всего 88 земных суток. Это самая быстрая орбита в Солнечной системе. Но один солнечный день от восхода до восхода длится 176 земных суток. В результате Меркурий вращается так медленно, что Солнце на небе движется странно. Оно сначала встает, затем ненадолго поворачивает назад, а потом снова продолжает движение. Контрасты Меркурия – не просто вопрос температуры. Это контраст света и тьмы, древнего и неизведанного, малого размера и гигантского внутреннего давления. Это планета, которая говорит о Солнечной системе больше, чем кажется. Она – свидетель ее бурного начала и безжалостной эволюции. Пульс металла – тайна жидкого ядра Меркурия. Откуда у этой обугленной планеты магнитное поле? И почему оно не должно существовать? Меркурий – планета парадоксов. Маленькая, раскаленная с почти голой поверхностью. На первый взгляд, это просто обугленный булыжник, облетевший слишком близко к Солнцу. Но у него есть то, чего по всем расчетам быть не должно – магнитное поле. Чтобы у планеты было магнитное поле, нужно одно – динамо. Не в смысле электростанции, а в смысле геофизического механизма. Внутри планеты должно быть жидкое металлическое ядро, которое вращается, создает токи и генерирует магнитное поле. У Земли это работает. Жидкое внешнее ядро из железа в постоянном движении и, как результат, мощное магнитное поле. Но у Меркурия все не так просто. Он в 1,5 раза меньше Марса и втрое меньше Земли. За миллиарды лет такое маленькое тело должно было остыть и его ядро затвердеть. А значит, магнитное поле должно было исчезнуть. Но оно есть. Как это возможно? Вот гипотеза. Несмотря на возраст, ядро Меркурия до сих пор остается частично жидким. Более того, данные с зонда Messenger показали, что у него не просто жидкое внешнее ядро, а, возможно, еще и твердое внутреннее ядро, как у Земли. И это при его размерах. Почему оно не остыло? Существует несколько версий. Во-первых, высокое содержание серы. Она снижает температуру плавления металла. Даже при относительно низких температурах железа с примесью серы остается жидким. Во-вторых, остаточное тепло от формирования планеты плюс тепло от кристаллизации внутреннего ядра. Когда жидкий металл затвердевает, он выделяет тепло. Это может подпитывать динамо-процесс. Еще одна загадка. Магнитное поле Меркурия сдвинуто вверх от экватора, как будто его северный полюс магнитного динамо расположен не в центре планеты, а ближе к северной части ядра. Это делает его асимметричным, уникальным среди всех планет Солнечной системы. По силе поле Меркурия в 100 раз слабее земного, но это все равно огромное достижение для планеты такого размера. Оно защищает поверхность от солнечного ветра и создает миниатюрную магнитосферу, хоть и нестабильную. Иногда она дышит, открывается под давлением Солнца, позволяя потоку частиц ударять по поверхности. Так что Меркурий не просто мертвый шар, внутри него бьется пульс металла.
И в этом пульсе зашифрован ключ к ранней истории не только планеты, но и всей Солнечной системы. Наше путешествие продолжается на Венере, адской сестре Земли. Если Земля – оазис жизни, то Венера – предупреждение. Почти такого же размера, почти такой же массы, с плотной атмосферой и скалистой поверхностью. Когда-то ее считали двойником Земли. Но за облаками скрывается не рай, а настоящий ад. Температура на поверхности Венеры около 470 градусов Цельсия. Это горячее, чем на Меркурии, хотя Венера дальше от Солнца. Все из-за плотной атмосферы, насыщенной углекислым газом. Парниковый эффект здесь работает с чудовищной эффективностью, тепло попадает и больше не выходит. Атмосфера Венеры в 90 раз плотнее земной. Давление на поверхности, как на глубине 0,09 метра под водой. Если бы вы оказались там без защиты, вас бы не просто испекло, вас бы сплющило. Облака состоят не из водяного пара, а из серной кислоты. Ветры в верхних слоях атмосферы разгоняются до 360 км в час, облетая планету за 4 дня. Но у поверхности почти полная тишина. Венера – мир контрастов, не только по температуре, но и по движению. День здесь длиннее года. Один оборот вокруг своей оси – 243 земных суток. При этом Венера вращается в обратную сторону. Солнце там восходит на западе и садится на востоке. Поверхность планеты изучалась с помощью радаров и автоматических станций. Перед нами предстает мир из вулканов, лавовых равнин и разрушенных гор. Вулканизм здесь может быть не просто историей, есть признаки того, что некоторые вулканы все еще активны. Станции Венера советской серии были первыми и единственными, кто передал изображение с поверхности. Они проработали считанные минуты. Техника буквально плавилась под давлением и жарой. Но даже эти минуты подтвердили. Венера не просто враждебна. Она беспощадна. Когда-то на ней, возможно, была вода. Может быть, океаны. Но миллиарды лет назад климат вышел из-под контроля. Углекислый газ перестал связываться с породами, парниковый эффект усилился, и все превратилось в печь. Это сценарий, который ученые внимательно изучают, потому что он может стать будущим и для Земли, если все пойдет не так. Венера – сестра, которая выбрала другой путь, похожая на нас и абсолютно чужая. Красота ее в облаках, загадка ее в прошлом, предупреждение в каждом градусе жары. Кислотный кошмар, который царит на Венере – это не просто сюжет из научной фантастики, а реальность, где планета превратилась в настоящий паровой котел. Представьте себе место, где температура достигает 480 градусов по Цельсию. Атмосфера состоит из серной кислоты, а давление напоминает глубины океана на Земле. Это не просто экстремальные условия. Это планетарная катастрофа, за которой стоит сложная и трагическая история. Начнем с того, что Венера – ближайшая к Земле сестра по размеру и массе планета. Но внешне она похожа на ад, и не только из-за своей близости к Солнцу. Плотная атмосфера Венеры состоит на 96% из углекислого газа, одного из самых мощных парниковых газов, которые мы знаем. Солнце нагревает поверхность, но из-за углекислого газа тепло не уходит обратно в космос, а задерживается словно в гигантской теплице. Это феномен, который мы называем парниковым эффектом. Но на Венере он работает в максимальном режиме, доведя планету до состояния, которое на Земле кажется невозможным. При этом давление на поверхности Венеры в 90 раз выше, чем у нас на уровне моря. Это как если бы вы погрузились на глубину почти километра под воду. Представьте, что ваши легкие сжимаются под этим давлением, а тело покрыто слоем едкой серной кислоты. Атмосфера Венеры наполнена облаками из капель серной кислоты, которые постоянно бурлят и колышутся в непрекращающемся цикле. Это не просто туман. Это агрессивная химическая завеса, которая буквально растворяет металл и камень, если бы вы попытались там побывать. Так как же Венера дошла до такого состояния? Еще миллиарды лет назад ученые считают, что эта планета могла иметь воду, океаны, возможно, даже условия, пригодные для жизни. Но близость к Солнцу сыграла злую шутку. Постепенно вода испарилась, а углекислый газ, который раньше растворялся в воде, остался в атмосфере. Без океанов не было и механизма, который мог бы очищать атмосферу от парниковых газов. Солнечное излучение расщепляло молекулы воды, водород улетал в космос, а остался лишь углекислый газ и сернистые соединения, образовавшие тяжелую кислотную атмосферу. Серная кислота образуется в результате химических реакций сульфида водорода и других соединений под воздействием солнечного ультрафиолетового излучения. На Земле серная кислота появляется в виде кислотных дождей, разрушительных, но не фатальных для всей планеты. На Венере это основной компонент облаков, которые обволакивают всю планету, создавая кислотные бури и потоки горячих газов.
Температура внутри облаков чуть ниже, но атмосфера настолько плотная, что нагрев и кислотная агрессия сохраняются практически повсюду. Эта экстремальная среда сделала Венеру одним из самых сложных объектов для изучения в Солнечной системе. Космические аппараты, пытавшиеся посадиться на поверхность, выдерживали лишь несколько часов, прежде чем их оборудование плавилось и разрушалось. Это словно отправить робота в ад, где кислота растворяет металлические детали, а тепло плавит электронику. Знаменитый советский аппарат «Венера-13» передал первые цветные изображения с поверхности, но работал всего 127 минут. И то огромная победа для технологий 1978 года. Если проводить аналогии, Венера – это огромная зеленая теплица, где парниковый эффект вышел из-под контроля. Она стала зеркалом того, что может произойти с Землей, если мы не будем осторожны с атмосферой и климатом. Ученые изучают Венеру, чтобы понять пределы парникового эффекта и найти механизмы, которые могли бы остановить или обратить этот процесс на нашей планете. Кислотный кошмар Венеры – это напоминание о том, как хрупка атмосфера и климат, как тонка грань между жизнью и адом. Это история о планете, которая могла быть похожей на Землю, но стала гигантским паровым котлом из-за непрекращающегося газового давления и кислотного дождя. И пока мы смотрим на эту огненную красавицу в ночном небе, не забудем. Ее судьба – это предупреждение, а не просто научный факт. «Зеркало Земли» звучит почти как название мистического романа, но в астрономии эта фраза идеально описывает Венеру и ее тесную связь с нашей планетой. Могла ли она когда-то быть райским уголком, похожим на Землю с ее океанами и зелеными лесами? Ответ на этот вопрос не только интригует ученых, но и служит тревожным предупреждением для нас самих. Ведь изучая Венеру, мы видим не просто чужую планету. Мы видим обратную сторону глобального потепления и сценарий, который может случиться у нас, если мы не остановим разрушение климата. Венера и Земля – сестры по космическим меркам. Они почти одинаковы по размеру, массе и химическому составу. Миллиарды лет назад обе планеты могли иметь схожие условия – наличие воды, подходящую температуру и атмосферу, способную поддерживать жизнь. Есть даже гипотезы, что Венера могла иметь океаны, возможно, не такие глубокие, как у нас, но достаточно, чтобы регулировать климат и вымывать парниковые газы, как это делает Земля. Но что же произошло? Все сводится к парниковому эффекту, явлению, при котором атмосфера задерживает тепло. На Земле парниковые газы, такие как углекислый газ и вода в виде пара, поддерживают комфортную температуру. Но на Венере этот процесс вышел из-под контроля. Когда вода испарилась из-за все более сильного солнечного излучения, углекислый газ, который раньше был растворен в океанах, остался в атмосфере. Без океанов и механизмов, которые поглощают углекислый газ, атмосфера стала густой и плотной, состоящей на 96% из углекислого газа, своего рода газовой оболочкой, которая не дает теплу уйти в космос. Этот парниковый коллапс превратил Венеру в жаркую печь с температурой около 480 градусов по Цельсию и давлением, в 90 раз превышающим земное. А облака из серной кислоты создают кислотные дожди, настолько агрессивные, что любой земной металл или камень там бы просто растворились. С точки зрения климатической катастрофы, это апокалипсис в квадрате. Так что же может рассказать нам Венера? Во-первых, она – доказательство того, как тонка грань, отделяющая климатический баланс от полного разрушения. Сценарий, при котором планета теряет воду, атмосфера становится ядовитой, а температура смертельной, не так уж далек, если учесть, что на Земле сегодня мы наблюдаем ускоренное наращивание парниковых газов. Венера – это пример планеты, где глобальное потепление превратилось в глобальный пожар, и шансов на спасение уже почти не осталось. Во-вторых, изучая ее атмосферу и процессы, происходящие там, ученые лучше понимают, как работают парниковые газы, какие механизмы могут регулировать климат и какие действия необходимы, чтобы предотвратить подобный сценарий на Земле. Венера – это лаборатория экстремальных климатических условий, в которой природа показала нам свой самый жесткий урок. Наконец, Венера учит нас не только науке, но и ответственности. Наша планета сейчас стоит на перепутье. Мы можем идти по пути сохранения баланса или повторить судьбу своей жгучей сестры. Она – зеркало, в котором мы видим себя, свое будущее, и, возможно, путь спасения, если сумеем вовремя остановиться. Так что, когда в следующий раз будете смотреть на Венеру, ярко сияющую в вечернем небе, вспомните. Это не просто красивая точка. Это предупреждение из глубины космоса о том, как легко рай может превратиться в ад. И как важно ценить ту хрупкую атмосферу, которая дает нам жизнь. Земля.
Голубой оазис. В безбрежной пустоте космоса, где царит холод, мрак и бесконечная пустота, наша планета словно крохотный голубой оазис, заполоненный жизнью. Это не красивая метафора для поста в Инстаграме, а жесткий факт, который заставляет задуматься о том, как невероятно уникальна и хрупко устроена Земля. Пока вокруг нас вакуум и радиация, здесь, на Земле, благодаря тонкому слою атмосферы, благоприятной температуре и океанам, царит идеальный коктейль из условий для жизни. Атмосфера защищает нас от смертоносного ультрафиолета, регулирует климат, удерживает кислород и воду. Эти три кита, без которых жизнь просто невозможна. Океаны – это не просто вода, а колоссальные биохимические реакторы, которые производят кислород и поддерживают круговорот веществ. Если взглянуть на планеты-соседи, то Красная Марс – почти мертвая пустыня, где в прошлом могла быть вода, но теперь лишь сухой пыльный мир. Венера – настоящая адская печь с кислотными дождями и атмосферой, которая убила все живое. Даже газовые гиганты вроде Юпитера и Сатурна – это огромные шары газа, в которых нет твердой поверхности и которые не подходят для жизни, какой мы ее знаем. Земля – это хрупкое равновесие, баланс между светом Солнца и темнотой космоса, между теплым и холодом, кислородом и углекислым газом. Этот баланс поддерживают миллионы процессов. От движений тектонических плит до деятельности микроскопических организмов в океанах и лесах. Нарушить его может что угодно, от вулканов и астероидов до человеческой деятельности. Именно поэтому мы не просто жители этой планеты, а свидетели чуда редчайшего явления во Вселенной. Голубой оазис – это не просто красивая картинка из космоса, а бесценный дом, где каждый вдох – это подарок, каждое живое существо – часть невероятной сети, сотканной миллиардами лет эволюции. Поэтому, когда видишь Землю из космоса, маленькую уязвимую голубую точку в бескрайней тьме, становится ясно, что это не просто планета. Это уникальное место, которое мы должны беречь и защищать, потому что другого такого нет и не будет. Космическая случайность звучит почти философски, но на деле это вопрос, который волнует человечество веками. Почему мы здесь, на этой маленькой голубой планете, среди миллиардов звезд и еще большего количества планет? Почему Земля, а не какая-то другая? Уникальное положение, жидкая вода, защитное магнитное поле – все это вместе создает условия для жизни. Но случайность ли это или некий космический замысел? Начнем с положения Земли в Солнечной системе. Мы находимся в так называемой зоне обитаемости. Это такой радиус от звезды, где температура позволяет воде быть в жидком состоянии. Не слишком близко, чтобы вода просто испарялась под палящим солнцем, не слишком далеко, чтобы она замерзла в вечный лед. Это зона, настоящий узкий коридор жизни, и Земля в нем сидит как раз в золотой середине. Но это уже сама по себе невероятная удача. Вокруг миллиардов звезд вращаются миллиарды планет, но точная комбинация расстояния, состава атмосферы и солнечной активности, которая делает жизнь возможной – большая редкость. Жидкая вода – это еще одна тайна. Вода не просто среда, где может зародиться жизнь. Она уникальна по своим химическим свойствам, отличный растворитель, способный переносить питательные вещества, поддерживать химические реакции и, самое главное, обеспечивать стабильность для сложных биологических процессов. Молекулы воды умеют формировать водородные связи, которые создают удивительную структуру, способную адаптироваться к разным условиям. Без воды жизнь в той форме, которую мы знаем, была бы невозможна. Магнитное поле Земли – вот что настоящая звезда вечера в списке условий для жизни. Оно словно гигантский щит, который защищает нас от космического ветра, потока заряженных частиц от Солнца. Без этого щита атмосфера быстро бы ушла в космос, как это произошло на Марсе, и поверхность стала бы облученной и бесплодной. Магнитное поле создается внутренним ядром Земли, где раскаленное железо вращается и генерирует электромагнитные силы. Это сложно, но именно этот механизм делает нашу планету живой и защищенной. Можно спросить, а что если все это просто невероятная цепь случайностей? Миллиарды случайных событий, которые совпали так, что образовалась жизнь? Именно так считают многие ученые, опираясь на теорию эволюции и космической случайности. Случайный удар астероида, который сформировал Луну и стабилизировал ось вращения Земли, отсутствие больших катастрофических событий, которые уничтожили бы жизнь, присутствие правильного химического состава – все это словно выигрыш в самой сложной лотерее Вселенной.
Но есть и те, кто видит в этом замысел, будь то философы, теологи или просто любители загадок. Им кажется маловероятным, чтобы такая точная гармония произошла просто так. Возможно, наша планета – результат каких-то космических сил или даже неведомого нам порядка. В любом случае, что бы ни было истиной, одно ясно – наша жизнь держится на тончайшем балансе уникальных факторов. И пока мы изучаем космос, открываем новые планеты и пытаемся понять происхождение жизни, мы вынуждены признать, быть здесь и сейчас – это поистине космическая случайность, подарившая нам возможность удивляться, творить и существовать. Невидимый щит звучит как что-то из фантастического боевика, но на самом деле именно так устроена защита Земли от космических угроз. Каждый миг, пока вы спокойно сидите и читаете эти строки, наша планета подвергается шквалу излучения, метеоритных частиц и солнечных бурь, которые могли бы превратить жизнь здесь в ад. И все же мы в безопасности благодаря 3 главным героям – атмосфере, магнитосфере и озоновому слою. Начнем с атмосферы. Этот тончайший слой газов, окружающий планету, кажется хрупким и прозрачным, но на деле это первая линия обороны. Она задерживает ультрафиолетовое излучение Солнца, которое способно разрушить молекулы ДНК, убить клетки и сделать жизнь невозможной. Без атмосферы температура на Земле прыгала бы от пекла днем до мороза ночью, а ультрафиолет просто сжигал бы все живое. Кроме того, атмосфера служит щитом от микрометеоритов, крошечных камешков и пылинок из космоса, которые сгорают, входя в нее на огромных скоростях, создавая нам знакомые падающие звезды. Но настоящий героизм начинается чуть дальше, с магнитосферы. Земля – это гигантский магнит, и его магнитное поле простирается далеко в космос, создавая невидимый пузырь, который отклоняет поток заряженных частиц от Солнца, так называемый солнечный ветер. Без этого щита солнечные бури буквально сдудили бы нашу атмосферу, как будто выдувая ее в космос. На Марсе, к примеру, магнитосфера почти отсутствует, и именно поэтому его атмосфера стала тонкой, а поверхность – безжизненной. Магнитное поле генерируется в ядре Земли, где расплавленное железо вращается и создает этот мощный электромагнитный щит. Наконец, мы подходим к озоновому слою, тонкому слою из молекул озона, который находится в стратосфере. Его задача – ловить и поглощать смертельно опасное ультрафиолетовое излучение, прежде чем оно достигнет поверхности. Без озона растения не могли бы фотосинтезировать, а животные и люди – нормально развиваться. Ирония в том, что именно человечество создало угрозу этому щиту, выпуская фреоны и другие химикаты, которые разрушали озоновый слой, провоцируя появление озонных дыр. К счастью, после международных усилий и запретов ситуация начала улучшаться. Но это яркое напоминание о том, как легко можно сломать невидимый щит. В сумме атмосфера, магнитосфера и озоновый слой – это тройное кольцо защиты, которое превращает безжизненную пустоту космоса в безопасный дом для миллиардов живых существ. Это невидимый щит, который никто не замечает, пока не наступит беда. Но пока он работает, мы можем спокойно дышать, смотреть на звезды и задаваться вопросами о Вселенной. Луна – наш природний спутник. С виду просто огромный яркий шар на ночном небе, но на самом деле Луна – один из ключевых архитекторов жизни на Земле. Без нее наша планета была бы совсем другой и, возможно, вовсе непригодной для того, чтобы на ней появилась разумная жизнь. Начнем с того, что Луна – это не просто красивое украшение, а огромный космический балласт. Ее гравитация стабилизирует ось вращения Земли. Без Луны наша планета металась бы, как безумный волчок. Ее наклон мог бы меняться на десятки градусов за тысячи лет. Это означало бы радикальные климатические изменения, смены сезонов стали бы хаотичными, и жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, могла бы не выжить. Благодаря Луне сезонные циклы стали стабильными, а это дало возможность развитию сложных экосистем и, в итоге, человека. Луна также играет роль гигантского тартара, влияя на приливы и отливы в океанах. Эти циклы движения воды стимулируют процессы в прибрежных зонах, где, по одной из гипотез, зародилась жизнь. Приливы перемешивают воду, насыщают ее кислородом, разгоняют питательные вещества. Все это создает идеальные условия для первичных организмов, чтобы процветать и эволюционировать. Но откуда же она взялась? Современная теория гигантского столкновения предполагает, что миллиарды лет назад с Землей столкнулся огромный объект размером с Марс. Взрыв гигантской силы выбросил в космос массу обломков, которые со временем слиплись и образовали Луну. Это был космический хаос, который, к счастью для нас, вылепил идеальный спутник.
Кроме того, Луна помогает нам отслеживать время. Ее фазы – естественный календарь, по которому с древнейших времен ориентировались люди. От циклов Луны зависели посевы, охота, религиозные обряды. Даже сегодня мы смотрим на Луну с чувством восхищения, словно она напоминает нам, что мы не одни во Вселенной. Таким образом, Луна – это не просто камень в космосе, а наш верный спутник, хранитель стабильности и вдохновения. Без нее Земля могла бы стать холодной, хаотичной и пустой, а мы – просто случайным миражом, который никогда не успел бы расцвести. Загадка Луны – вопрос, который заставляет ученых чесать затылки уже не одно столетие. Казалось бы, мы ближе всех к этому спутнику. Люди ходили по ее поверхности, забирали образцы грунта, изучали каждый камень. Но что же она на самом деле собой представляет? Откуда взялась? И есть ли там что-то еще, кроме безжизненных кратеров и пыли? Начнем с классики. Теория гигантского столкновения. Согласно ей, около 4,5 миллиардов лет назад гигантский протопланетный объект, условно названный Тея, врезался в молодую Землю. От удара в космос вылетела масса обломков, которые затем слиплись и образовали Луну. Это объясняет, почему состав лунного грунта во многом схож с земной корой, ведь они родились из одного материала. Но здесь и начинаются загадки. Например, химический состав Луны в некоторых аспектах удивительно отличается от Земли. Дефицит водорода, летучих элементов и более высокий уровень изотопов кислорода. А это ставит под вопрос однозначность теории. Некоторые альтернативные гипотезы выдвигают идеи о том, что Луна могла быть отдельной планетой, захваченной гравитацией Земли, либо результатом последовательных столкновений и склеиваний космического мусора. Но все эти версии имеют свои недостатки и не объясняют всех наблюдаемых фактов. А теперь немного таинств. Темная сторона Луны не буквально всегда темная, а та, что постоянно обращена от Земли. Долгое время была областью загадок и предположений. Благодаря современным спутникам и миссиям НАСА мы получили карты ее рельефа и химического состава. Но слухи о секретных лабораториях, инопланетных базах и экспериментах звучат не первый десяток лет. Конечно, это неофициально. Реальные доказательства отсутствуют. И большинство ученых относят это к разряду космических мифов и конспирологических теорий. Однако нельзя отрицать, что исследование Луны продолжается, и любое новое открытие может серьезно изменить наше представление. Пыль Луны сама по себе – отдельная загадка. Она невероятно мелкая, острая и абразивная, что создавало проблемы для астронавтов и техники во время миссий «Аполлон». Она образовалась под постоянным воздействием космического излучения и микрометеоритов. Представьте, что на поверхности нет атмосферы, и каждый маленький камешек – это острый осколок безжалостной истории. В итоге Луна не просто спутник, а сложная система с множеством секретов и недосказанностей. Ее происхождение – тема горячих научных дискуссий, а ее скрытые уголки до сих пор манят исследователей. И кто знает, какие открытия ждут нас на ее поверхности или под ее реголитом в ближайшие десятилетия. Загадка продолжается. Будущее на Луне звучит почти как фантастика из фильмов про космос, но на самом деле это становится все ближе и реальнее. Идея создать там первую постоянную колонию человечества уже не просто мечта, а цель, ради которой ученые, инженеры и миллиардеры вкладывают кучу усилий и денег. Но давайте будем честными. Жить на Луне – это не просто снять квартиру с видом на Землю. Там все устроено по жестким космическим законам. Первый и главный вопрос – из чего строить дома? Лунная пыль – не просто пыль, а острые стекловидные микрочастицы, которые могут не только повредить оборудование, но и стать смертельно опасными для легких. Привозить стройматериалы с Земли дорого и долго, поэтому ученые работают над технологиями использования самой Луны как строительного ресурса. Представьте, что лунную пыль можно превратить в прочный строительный материал, как бетон на Земле. Для этого применяют методы спекания. Под действием высоких температур пыль плавится и превращается в твердый слой. Такие кирпичи из реголита уже тестируют в лабораториях, и первые прототипы выглядят многообещающе. Теперь кислород, без него никуда. Атмосферы на Луне нет, и кислород там не так просто достать, как открыть баллон. Но в лунной почве содержится оксид кремния и оксид железа, а главное – оксид водорода, который можно разбить электрохимически, чтобы получить кислород и водород. Этот процесс называется электролизом. Он требует энергии, которую планируют получать от солнечных панелей. Ведь Луна на экваторе получает по 14 земных суток непрерывного Солнца. Правда, на полюсах Луна живет совсем по-другому. Там день и ночь меняются каждые 2 недели. Но зато есть постоянные тени в кратерах.
Идеальные места для складирования льда. Лунный лед – золотой запас для колонии. Его можно добывать и расплавлять, чтобы получить не только воду, но и кислород для дыхания, а водород – для топлива. Это называется in situ resource using – использование ресурсов на месте, что уменьшает зависимость от Земли. Как же жить внутри? Прежде всего, нужны герметичные модули, которые защитят от радиации и резких перепадов температуры. Используют материалы с высокой отражающей способностью и экраны из воды или льда для защиты от космического излучения. Есть даже идеи строить подземные базы, копать в лунной поверхности и жить под толщей реголита, который естественным образом защищает от радиации. К слову, лунная гравитация, всего 16% от земной, тоже вызывает вопросы. Как долго человек сможет нормально жить и работать в таких условиях без потери мышечной массы и костной плотности? Ответов пока нет, но исследования на Международной космической станции дают некоторые данные. Итак, будущее на Луне – это баланс между вызовами и технологиями, которые уже находятся в стадии разработки. Первая колония станет тестом на выносливость человечества и доказательством, что мы можем шагнуть дальше своей планеты. Как только мы научимся строить дома из самой Луны и добывать там воздух и воду, космос перестанет быть только мечтой. Он станет новым домом. Марс – красная надежда. Когда мы смотрим на ночное небо, красноватая точка, мерцающая там вдали, зовет нас Марс, сосед по космосу, словно манящий мираж будущего. Этот загадочный мир с его тонкой атмосферой, ледяными шапками на полюсах и таинственными каньонами давно вызывает у человечества особый интерес. Он стал символом следующего большого шага – колонизации другой планеты. Марс – это не просто пустыня с рыжеватым оттенком, а целая планета с собственной историей. Там когда-то, миллиарды лет назад, текла вода. Возможно, даже существовали условия для жизни. Его атмосферу составляет почти на 95% углекислый газ, а давление в сотни раз ниже земного. Это значит, что дышать там нельзя, а вода быстро испаряется или замерзает. Однако следы высохших русел и минералы, которые формируются только в присутствии воды, дают надежду, что под поверхностью могут остаться залежи льда. Именно лед – главный козырь Марса в борьбе за выживание человека. Он может стать источником воды для питья, выращивания растений и даже получения кислорода и топлива. Технологии in situ resource using – добыча ресурсов прямо на месте. Здесь, как и на Луне, критичны. Электролиз воды позволит разделить ее на кислород и водород, которые станут и дыханием, и топливом для ракет. Построить дом на Марсе – дело не из легких. Давление в 600 паскалей, около 0,6% земного, требует создания герметичных куполов или подземных убежищ. Защита от космической радиации – еще одна огромная проблема. Атмосфера слишком тонка, чтобы фильтровать ультрафиолет и космические лучи. Тут помогают толстые стены из марсианской пыли, ледяные слои или даже использование местных лавовых труб, естественных туннелей, которые защищают от радиации. Гравитация Марса – около 38% от земной, что создает вопросы для здоровья колонистов. Как долго организм выдержит такой режим? Пока нет точных ответов, но предположения неутешительны. Мышцы и кости будут слабеть, если не применять специальные тренировки и технологии. Температура на Марсе меняется от примерно плюс 20 градусов днем до минус 125 градусов ночью, особенно в зимние месяцы. Это требует эффективной теплоизоляции и систем жизнеобеспечения, которые смогут работать в экстремальных условиях. Почему же мы так стремимся туда? Марс – ближайшая возможность для человечества стать мультипланетным видом, избежать угрозы глобальных катастроф на Земле и расширить горизонты познания. Его освоение станет колоссальным испытанием технологий, психологии и выносливости. В итоге Марс – это красная надежда, но и огромный вызов. Воплощение древней мечты о звездах и поиск нового дома в безбрежной Вселенной. Нам предстоит многое узнать и преодолеть, чтобы однажды назвать его своим. Охота за водой на Марсе – это не просто научная миссия, а настоящая детективная история с элементами космического триллера. Вода – ключ к пониманию, была ли когда-то жизнь на Красной планете и сможет ли человек когда-нибудь там выжить. Но где же спрятана эта вода? Марсианская поверхность – это сухая, потрескавшаяся пустыня, где влажность измеряется в каплях на кубический метр воздуха. Тем не менее, ученые нашли доказательства, что под ледяными шапками и поверхностным слоем льда скрываются огромные запасы замерзшей воды, а может даже и подледные озера. Северный и южный полюса Марса покрыты толстыми слоями льда.
состоящими из замерзшей воды и углекислого льда или сухого льда. В этих ледяных покровах скрыты остатки древних водных бассейнов, возможно, тех самых рек и озер, которые текли миллиарды лет назад, когда климат планеты был куда мягче. Ровно в 2018 году радиолокационные исследования с аппарата Марс-Экспресс показали доказательства существования подледного озера глубиной несколько километров и площадью около 20 квадратных километров под южным полюсом Марса. Это открытие стало настоящей сенсацией, потому что если там действительно есть жидкая вода, это могло бы стать оазисом для микробной жизни. И вот тут начинается самый кошмарный сценарий для любителей научной фантастики и микробиологии. Если вода там существует, то в ней могут скрываться организмы, способные выживать в экстремальных условиях – экстремофилы. Они живут в самых суровых местах на Земле, в вечной мерзлоте, глубоко под землей, возле горячих источников. Эти микробы не только выживают при низких температурах, отсутствии света и питательных веществ, но и могут даже мутировать, создавая настоящие биологические монстры, о которых в обычной жизни и не мечтают. Представьте себе, что под поверхностью Марса прячутся такие микробы, которые всю свою жизнь провели в полной темноте, без воздуха, медленно питаясь химическими соединениями из горных пород. Они – живое доказательство того, что жизнь может быть невероятно упрямой и стойкой. С другой стороны, пробуждение таких организмов – это не просто научный интерес, а этический и биологический вызов. Какими будут последствия для марсианских колонистов, если эти микробы окажутся патогенными или как минимум влияют на экосистему? Именно поэтому охота за водой – это охота за ключом к тайнам Марса, его прошлому и будущему. Каждая капля, скрытая под льдом, может рассказать историю о древних реках, о возможной жизни и даже о том, как мы, люди, сможем жить на другой планете. Но вместе с этим таится и опасность, которую нельзя недооценивать. Вода на Марсе – это дверь в новый мир, но и в неизведанный кошмар одновременно. Переезд на Марс звучит круто и романтично, словно билет в футуристический рай. Но давай сразу отбросим розовые очки. Выжить в марсианской пустыне – это не просто вопрос физики, а настоящая проверка на прочность для тела и психики. Там нет атмосферы, нормальной погоды, свежего воздуха и даже обычной грязи, в которой мы выращиваем картошку. Все куда сложнее, и если ты не астронавт-герой с пульсом в 60 ударов в минуту, готовься к серьезным проблемам. Начнем с атмосферы. На Марсе она настолько разрежена и бедна кислородом, что дышать без скафандра можно максимум пару секунд, и это уже смерть. Значит, каждая капля воздуха в жилом модуле должна быть строго под контролем. Выращивать растения в такой атмосфере – это как пытаться вырастить картошку в вакууме. Решение – гидропоника и аэропоника – выращивание растений без почвы, в питательных растворах или даже в воздухе, насыщенном необходимыми веществами. Ученые уже экспериментируют с такими системами на МКС, где картошка и салаты растут в специальных контейнерах с искусственным светом и постоянным мониторингом. Но это не просто зелень на подоконнике. Это почти мини-завод, который требует электроэнергии, воды и безошибочной автоматизации. Вода на Марсе – это отдельная головная боль. Ее нужно добывать из льда, а потом фильтровать и циркулировать по системе. Один малейший сбой, и растения начинают умирать, а люди остаются без еды и воды. Да, картошка не самый капризный овощ, но без грамотной системы жизнеобеспечения она быстро загнется. А что с головой? Изоляция на Марсе – это отдельный вызов. Месяцы и годы в замкнутом пространстве, без живой природы, с минимумом социальных контактов и постоянным риском технических сбоев – звучит как рецепт для психологического срыва. Чтобы не сойти с ума, будущие марсианские колонисты будут пользоваться виртуальной реальностью, регулярными психологическими тренингами и, конечно, поддержкой с Земли, хотя связь будет идти с задержкой в несколько минут. Не поспоришь в реальном времени. Кроме того, есть риск депрессии и синдрома замкнутого пространства. Для борьбы с этим создают специальные жилые модули с зелеными зонами, искусственными садами, где можно ухаживать за растениями, что помогает сохранять связь с природой. А еще регулярные физические нагрузки, музыка, книги и хобби, которые помогают держать мозг в тонусе. Не забудем про гравитацию, ее там всего 38% от земной. Это не только влияет на мышцы и кости, которые начинают атрофироваться, но и на кровообращение, вестибулярный аппарат и даже на психику. Для поддержания формы придется заниматься почти ежедневно, иначе организм начнет сдавать назад. Так что, да, переезд на Марс технически возможен, но выжить и сохранить рассудок
это совсем другая история. Чтобы картошка росла, а мозг не взорвался от тоски, потребуется не просто космическая техника, а целая система жизнеобеспечения, поддержки и адаптации. Марс – это не рай. Это испытание для самых стойких. И если человечество с этим справится, это будет величайшее достижение в истории. Но пока это далеко не легкая прогулка, а борьба с чуждым миром, где даже картошка – герой. Пояс астероидов – это как космический Дикий Запад, только без ковбоев и салунов, зато с миллиардами каменных и металлических глыб, летящих со скоростью, которая сводит с ума любого инженера космических аппаратов. Представь себе огромный пояс между орбитами Марса и Юпитера. Там пыль, камни размером от песчинки до горы и полный хаос, где каждый объект – потенциальная угроза для миссий и шанс на мега-золото для будущих добытчиков. В 1801 году итальянский астроном Джузеппе Пьяцци обнаружил первый астероид – Цереру. С тех пор ученые поняли, что это не просто одинокий камень, а целый город из миллиардов таких небесных тел. Почему они там? Потому что Юпитер с его гигантским гравитационным притяжением мешает этим обломкам собраться в полноценную планету. Он словно космический шериф, который не дает преступникам объединиться и устроить переворот. Этот пояс – раздробленный остаток неудачной планеты, которая так и не стала большой шишкой в Солнечной системе. Гравитационные взаимодействия, столкновения и трения превратили ее в хаотичную группу обломков. Но не думай, что там все спокойно. Астероиды сталкиваются, иногда взрываются, образуя метеороиды, которые падают на Землю. Именно оттуда летят космические камни, которые могут стать причиной глобальных катастроф, вроде того, что убил динозавров 66 миллионов лет назад. Для космических миссий пояс – настоящий кошмар. Аппаратам приходится лавировать среди камней, избегая ударов, которые могут превратить их в космическую пыль. Но именно здесь и начинается охота за редкими металлами. Платина, никель, кобальт – все это в изобилии в астероидах. Представь, если человечество научится добывать ресурсы прямо в космосе, это взорвет экономику Земли и откроет эру космической промышленности. Сейчас к поясу астероидов приковано внимание частных компаний и космических агентств. Они мечтают обрабатываться здесь, как золотодобытчики на Клондайке, но с одним огромным «но». Технологии добычи и транспортировки в космосе пока на уровне, который заставляет инвесторов нервничать. Неудивительно, ведь каждая попытка – это риск потерять сотни миллионов долларов и космический корабль. Пояс астероидов – это не просто мусорная куча, а огромный лабораторный стенд, на котором можно изучать происхождение Солнечной системы, понять процессы планетообразования и даже заглянуть в будущее человечества, где космическая добыча и освоение новых миров – не фантастика, а суровая реальность. Так что этот космический Дикий Запад – не место для слабаков, а арена для настоящих космических ковбоев. Драгоценности из глубин космоса звучит как сюжет из фантастического блокбастера, но добыча ресурсов в поясе астероидов – это вполне реальная тема, над которой уже работают лучшие умы Земли. Представь, там, посреди бескрайнего вакуума, парят тысячи миллиардов долларов в виде металлов – золото, платина, палладий – редкие элементы, которые на Земле считаются стратегическими и невероятно дорогими. Вся эта россыпь словно небесный банк, куда еще никто не успел зайти с кошельком и пультом управления. Технически добывать ресурсы в поясе астероидов возможно, но не так просто, как бурить скважину у себя в огороде. Прежде всего, астероиды – это не твердые глыбы, а зачастую рыхлые, пористые, рогообразные образования с непредсказуемой структурой. Пробурить их, собрать и переработать материалы – задача из категории «космическое кулинарное шоу с элементами фокусов». Нужно разрабатывать технологии, которые позволят захватить камень, добыть из него металлы, не потеряв их в невесомости, и упаковать так, чтобы потом безопасно отправить на Землю или использовать прямо в космосе. Главный козырь добычи в поясе – редкие металлы. Особенно платина и платиновые группы, которые на Земле ограничены и крайне востребованы в промышленности и электронике. Один астероид размером всего в пару сотен метров может содержать металлы на миллиарды долларов. Это настоящий космический клад, который способен перевернуть экономику и обеспечить человечество ресурсами на десятилетия вперед. Но есть и огромный минус – доставка. Добраться до астероида, развернуть добычу, собрать и доставить материалы – это пока что сверхдорого и технически сложно. Например, космические миссии по добыче требуют огромных затрат на топливо, роботов и время. Любая ошибка, и корабль рискует превратиться в космический мусор. Да и сама добыча – процесс,
требующие автоматизации и сверхнадежных технологий, потому что людей туда отправлять пока слишком рискованно. Тем не менее, уже сейчас появляются стартапы и госпрограммы, которые разрабатывают роботов-добытчиков, компактные плавильные установки и методы переработки прямо на месте, без необходимости возвращаться на Землю. Это ключевой момент, потому что в будущем ресурсы можно будет использовать для строительства космических станций, топливных заправок или даже баз на Луне и Марсе, не перегружая Землю грузами и не тратя миллиарды на запуски. В итоге, добыча в поясе астероидов – это космический хайп, который медленно, но верно превращается в бизнес. Пока еще далекий от массового внедрения, он обещает стать новой золотой лихорадкой, только без грязи и ржавчины, зато с космическими рисками и головокружительными возможностями. Будущее, где человек не просто житель Земли, а колонист и добытчик ресурсов в открытом космосе, возможно, уже не за горами. Главное не забывать, что с великими богатствами приходят и великие вызовы, а космос никого не прощает за ошибки. Проклятые камни, астероиды, эти космические каменные бомбы замедленного действия, которые с завидным постоянством напоминают человечеству, что Земля не цитадель безопасности, а мишень в бескрайней Вселенной. Их падение – это не редкость, а неизбежность. И история нашей планеты пестрит следами этих катастроф, оставленных в виде кратеров, вымерших видов и глобальных климатических катаклизмов. Самый знаменитый удар – тот, что случился 66 миллионов лет назад, когда астероид диаметром примерно 10 километров врезался в Землю в районе нынешнего полуострова Юкатан. Этот гигантский камень вызвал взрыв с энергией, в 1000 раз превышающий всю ядерную мощь человечества, поднял в атмосферу колоссальное количество пыли и сажи, заглушив Солнце на месяцы, если не годы. Итог – массовое вымирание, включая исчезновение динозавров, которые до этого владели планетой почти 160 миллионов лет. Этот удар – классический пример того, как одна космическая глыба может изменить ход эволюции. Но это далеко не единственный случай. В истории Земли было множество менее известных, но тоже разрушительных столкновений с астероидами и кометами. Например, событие Тунгусского взрыва в 1908 году. Взрыв космического тела над Сибирской тайгой, который уничтожил площадь в 2000 квадратных километров леса. Хотя крупный астероид не достиг поверхности, мощность взрыва была эквивалентна 10-15 мегатоннам в тротиловом эквиваленте, сравнима с самым сильным ядерным взрывом, когда-либо испытанным человеком. Кометы, в отличие от астероидов, это ледяные космические странники с длинными орбитами, которые могут прийти неожиданно и с огромной скоростью. Среди них есть настоящие убийцы. Вспомни легенды о комете Галлея, которая появляется каждые 76 лет, и о том, как в древности ее появление связывали с бедствиями и катаклизмами. Если комета с достаточной массой и скоростью попадет в Землю, последствия могут быть еще страшнее из-за высокой энергии удара и выброса токсичных газов из атмосферы. Сегодня мы живем в эпоху, когда космические агентства по всему миру, от НАСА до ЭСА, внимательно следят за близкими к Земле объектами. Существует даже международная программа по обнаружению и мониторингу потенциально опасных астероидов, чтобы предсказать и, возможно, предотвратить катастрофы. Технологии уже позволяют не просто увидеть угрозу, но и планировать миссии по отклонению астероидов, от простого удара космическим кораблем до использования ядерного взрыва для изменения траектории. Однако нельзя расслабляться. Космос – это поле битвы, где случай и судьба играют злую шутку. Каждый день Земля пересекается с множеством мелких метеороидов, которые сгорают в атмосфере. Но крупные объекты появляются редко и внезапно. Один промах, и мы можем столкнуться с новым проклятым камнем, который напомнит, кто в космосе хозяин. Так что, когда смотришь на ночное небо, в этом сверкающем черном океане парят не только звезды, но и потенциальные угрозы. Молчаливые убийцы, способные в мгновение ока изменить судьбу планеты. И нам остается только надеяться, что в этот раз мы успеем увидеть их вовремя и не дадим им стать кошмаром, стеревшим нас с лица Земли. Юпитер – это не просто самая большая планета в нашей Солнечной системе. Это настоящий космический колосс. Газовый гигант, который своим присутствием определяет судьбы других планет и даже защищает Землю от множества космических угроз. Представь себе небесного стража, который своими мощными гравитационными руками захватывает и разгоняет по орбитам кометы и астероиды, не давая им врезаться в наши дома. Вот он – царь газовых гигантов, без которого Земля могла бы выглядеть совсем иначе. По сути, Юпитер – это огромный шар из водорода и гелия, похожий скорее на звезду, чем на планету.
Но у него не хватило массы, чтобы запустился ядерный синтез, поэтому он остался гигантским газовым шаром, покрытым бурями и штормами, самый знаменитый из которых – Большое Красное Пятно. Это гигантский антициклон, шторм размером с 3 Земли, который бушует уже сотни лет и показывает, насколько мощны и непредсказуемы процессы в атмосфере Юпитера. Массой Юпитер превосходит все остальные планеты вместе взятые. Он в 318 раз тяжелее Земли и в 2,5 раза массивнее всех планет Солнечной системы. Именно из-за такой огромной массы он влияет на орбиты и траектории астероидов и комет. Его гравитация буквально перехватывает многих потенциально опасных гостей и либо выбрасывает их в межзвездное пространство, либо поглощает. Если бы Юпитера не было, поток ударов по Земле мог бы быть в десятки раз интенсивнее. Маленькие камешки превратились бы в настоящие катастрофические угрозы. Интересно, что под толстым слоем облаков Юпитер прячет ядро из камней и металлов, но оно сравнительно невелико по сравнению с размерами планеты. Давление и температура в глубинах настолько огромны, что водород превращается в металлическое состояние, уникальное явление, которое создает мощное магнитное поле Юпитера, самое сильное среди всех планет. Это магнитное поле создает гигантские радиационные пояса и даже влияет на ионосферу Земли, а также порождает великолепные полярные сияния. Юпитер не просто сам по себе гигант. Он имеет около 80 спутников, каждый из которых уникален. Ганимед – крупнейший спутник в Солнечной системе, больше Меркурия. Европа – ледяной шар с подледным океаном, который, возможно, таит жизнь. Каллиста и Ио – другие спутники, каждый со своими вулканами, ледяными покровами и даже атмосферой. Юпитер – это целый миниатюрный мир в пределах нашей системы, и он продолжает вдохновлять ученых на поиски ответов. Как сформировались планеты, почему у нас есть жизнь и как устроены космические процессы. Царь газовых гигантов – не просто бездушная масса газа, а динамичный, сложный и жизненно важный игрок в космической драме, где он выступает и защитником, и загадкой. Без него Солнечная система была бы совсем другой, куда более опасной и непредсказуемой. Большое Красное Пятно – это не просто шторм, а настоящий космический монстр, разыгрывающийся на фоне бескрайней газовой вселенной Юпитера уже более 400 лет. Представь себе бурю, которая не утихает веками, в 10 раз шире нашей планеты и с силой ветров, способных разогнаться до 600 км в час. Это не просто гроза, это гипербуря космического масштаба. Это пятно впервые заметили астрономы еще в 17 веке, и с тех пор оно почти не меняет своих размеров. В отличие от земных штормов, которые живут несколько дней или недель, Большое Красное Пятно держится сотни лет, потому что Юпитер – не твердая планета с четко очерченным ландшафтом, а огромный газовый шар. Там нет поверхности, к которой могла бы приложиться буря и угаснуть. Атмосфера Юпитера состоит из слоев водорода и гелия, перемешанных с аммиаком, метаном и водяным паром, и штормы могут свободно гулять по этим слоям, подпитываясь энергией планеты. Само пятно – это гигантский антициклон, то есть вихрь, вращающийся против часовой стрелки, который поднимает горячие газы из глубин и опускает холодные наверх. Именно эта сложная циркуляция и поддерживает его активность десятилетиями. Ученые долго пытались понять, почему этот шторм так стабилен. Оказалось, что вокруг него вращаются меньшие вихри, как маленькие спутники, которые словно подпирают и не дают буре распасться. Цвет пятна, от глубокого красного до оранжевого, до сих пор вызывает споры. Скорее всего, это результат сложных химических реакций в верхних слоях атмосферы, где солнечный свет взаимодействует с молекулами серы и фосфора, превращая их в окрашенные соединения. Чем выше солнечная активность, и чем сильнее солнечное излучение, тем ярче становится пятно. Но есть и мрачная сторона этой истории. В последние десятилетия Большое Красное Пятно уменьшилось в размерах почти в 2 раза. Ученые с тревогой наблюдают, что эта вечная буря может исчезнуть, что будет означать изменение атмосферной динамики всего Юпитера. Это как если бы с Земли вдруг пропал бы самый мощный и длительный шторм. Невозможное событие, меняющее представление о планетарных процессах. Большое Красное Пятно – это символ непредсказуемости и мощи природных явлений. Напоминание, что даже на гигантских газовых планетах бушуют бури, которым под силу перевернуть весь мир. И все это происходит там, где нет ни поверхности, ни суши, только вечный газовый океан, где царит настоящий хаос. Погружение в Юпитер – это не просто путешествие вглубь атмосферы. Это настоящее падение в ад, где законы привычной физики и здравого смысла перестают работать. А каждое мгновение – борьба за выживание, обреченная на провал.
Внешний облик Юпитера – сверкающие облака, разбитые на разноцветные пояса и вихри, которые кажутся мягкими и воздушными. Но стоит только пробиться сквозь этот внешний слой, как тебя встречает все более плотный и давящий газ. Атмосфера Юпитера практически полностью состоит из водорода и гелия. Но с глубиной эти газы становятся все плотнее и плотнее, буквально сжимаются под колоссальным давлением, которое в 1000 раз превышает атмосферное давление на Земле. Ты падаешь сквозь слои облаков, и температура начинает стремительно расти. От минус 145 градусов Цельсия на поверхности облаков до нескольких тысяч градусов внизу. Представь, что с каждым шагом вниз твой скафандр сгорает, а тело сжимается, словно в гигантском прессе, и никакой металл или пластик не выдержит этого ада. С глубиной водород переходит в металлическое состояние, особую фазу, при которой этот газ становится проводником электричества, как металл. Это порождает мощное магнитное поле Юпитера, но для тебя это зона невообразимого давления и температуры, где атомы водорода сближаются до состояния, близкого к жидкому металлу. Падение в такую среду – это мгновенная смерть. Твои легкие раздавит давление, тело разогреется до температуры, сравнимой с поверхностью Солнца, а плотность газа станет такой, что движение будет невозможно. За минуты ты превратишься в мертвую массу, растаявшую под воздействием экстремальных условий. И даже если каким-то чудом ты смог бы выжить в этих условиях, тебе пришлось бы столкнуться с магнитным полем в миллионы раз сильнее земного, вызывающим радиационные ожоги и разрушая электронику. Это не просто падение. Это путешествие в абсолютный кошмар, где нет ни надежды, ни спасения. Юпитер – это не планета, которую можно посетить, а огненный ад, скрытый за красивыми облаками, где правят законы экстремального давления, температуры и электричества. Так что если вдруг соберешься прыгнуть туда, помни, что это не прыжок в космос, а билет в одну сторону к смерти за считанные минуты. Сатурн. Кольца иллюзий. Сатурн. Планета, чье имя давно ассоциируется с грацией и загадками, потому что именно его кольца стали символом космической красоты и иллюзии. Но эти кольца не просто украшения, а сложнейшая система миллиардов частиц. От крошечных пылинок до глыб размером с дом, которые, казалось бы, висят в космосе, но на самом деле в постоянном танце, подвластном тончайшим законам гравитации. Когда мы смотрим на Сатурн издалека, кажется, что кольца – это сплошное, гладкое кольцо света, почти как браслет на руке. На самом деле, кольца состоят из огромного количества ледяных и каменистых частиц, которые движутся вокруг планеты по орбитам, образуя тончайшие структуры. Своего рода космические дороги. Эти частицы взаимодействуют друг с другом, сталкиваются, дробятся и собираются заново, создавая постоянно меняющийся узор. Одной из самых удивительных особенностей колец является их невероятная тонкость. При диаметре, достигающем сотни тысяч километров, их толщина не превышает десятков метров. Словно огромный, но очень тонкий диск. Представь себе гигантский виниловый диск толщиной с пару листов бумаги, но сотни километров в диаметре. Вот это и есть кольца Сатурна. Эти ледяные камешки – следы древних столкновений и разрушений спутников Сатурна и комет, оказавшихся слишком близко к планете. Гравитация Сатурна разрывает их на части и раскидывает по орбитам, формируя кольца, которые, несмотря на свою видимую стабильность, живут своей собственной динамичной жизнью. Кольца играют важную роль в жизни Сатурна. Они влияют на магнитосферу планеты, создают уникальные атмосферные явления и даже могут быть предвестниками появления новых спутников. Ученые до сих пор спорят, как именно возникли кольца. Это древнее наследие Солнечной системы или результат сравнительно недавних событий. Иллюзия, которую создают кольца, не просто визуальный эффект, а напоминание о том, как из хаоса и разрушения рождается потрясающая гармония, которую мы можем наблюдать с Земли. Сатурн – это планета-искусительница, которая завораживает нас своей красотой и одновременно напоминает, что в космосе все – игра баланса сил, времени и пространства. Кольца Сатурна – это настоящая космическая иллюзия, фальшивое великолепие, которое при ближайшем рассмотрении превращается в сложный клубок пыли, льда и гравитационных интриг. Если с Земли они выглядят как сверкающее кольцо, то на самом деле это гигантское поле миллиардов частиц, от микроскопических зерен пыли до камней размером с дом, которые вращаются вокруг планеты с бешеной скоростью. Основной компонент колец – лед. Причем не какой-то прозрачный, а грязный, смешанный с каменной пылью и органическими веществами. Это лед, который чаще всего представляет собой замерзшую воду, но он постоянно забрызган
частицами космического мусора, микроастероидов и разлетевшихся обломков спутников Сатурна. В результате кольца не просто сияют. Они играют в оттенках белого, серого, желтого и даже красноватого. Эффект, похожий на разбросанные кристаллы, которые покрыты земной грязью. Пыль в кольцах – это не просто грязь. Это мелкие частицы, которые могут возникать при столкновениях более крупных осколков, а также под действием мощного ультрафиолетового излучения и солнечного ветра. Эта пыль то и дело попадает в гравитационные пасти, области вокруг Сатурна, где гравитация планеты и ее спутников создают сложные резонансы. Эти зоны действуют как невидимые ловушки, собирая и перераспределяя частицы, поддерживая тонкий баланс и структуру колец. Гравитационные пасти – это не просто эффект, а целая система взаимодействия сил. Они формируют пробелы в кольцах, такие как знаменитая щель Кассини, где почти нет частиц. Это пространство – результат того, что гравитация некоторых спутников Сатурна вытягивает частицы из этих зон, словно гигантские космические метлы, поддерживая порядок в этом хаосе. То, что кажется с Земли идеальным и неподвижным кольцом, на самом деле живой, изменчивый и постоянно эволюционирующий мир, в котором лед и пыль ведут свою вечную игру с гравитацией. Это и есть настоящий космический обман. Красота, сотканная из хаоса, который держится на тонкой ниточке сил и случайностей. Титан – это не просто спутник Сатурна. Это настоящий космический двойник Земли в самых странных ее проявлениях. Представь себе мир, где нет привычной нам воды, но есть огромные моря, не из привычной прозрачной жидкости, а из метана и этана. Углеводородов, которые на Земле в жидком виде мы видим только в лабораторных условиях при сверхнизких температурах. Температура на Титане около минус 180 градусов Цельсия. И в этих условиях метан ведет себя как вода на нашей планете. Он испаряется, образует облака, выпадает в виде дождя и собирается в моря и озера. Атмосфера Титана густая, почти в 1,5 раза плотнее земной, и состоит преимущественно из азота с добавлением метана и других органических соединений. Она настолько плотная, что создает давление на поверхности почти в 1,5 раза выше земного, словно находишься под водой на глубине нескольких метров. Этот слой газа защищает поверхность от космической радиации и ультрафиолетового излучения, создавая условия, которые, хотя и экстремальны для нас, тем не менее стабильны и предсказуемы. Что же с жизнью? Титан – один из самых перспективных кандидатов на наличие инопланетных микроорганизмов. Здесь нет привычной нам воды в жидком виде, но химический котел углеводородов и азота создает богатую прекурсорную среду. Набор молекул, из которых может зародиться жизнь, пусть и не в том виде, что мы привыкли видеть. Метановые моря и атмосфера служат лабораторией, где происходят химические реакции, подобные тем, что могли возникнуть на ранней Земле. Понимание Титана помогает ученым расширить представление о том, что такое жизнь и где ее искать. Если на Земле вода – основа жизни, то на Титане может быть жизнь, построенная на совершенно других химических принципах. Это заставляет пересмотреть наши рамки и искать живое там, где раньше не смотрели. Титан – это своего рода зеркало альтернативной биологии и химии, где холод и углеводороды создают условия для возможного появления чужих форм жизни. Он не похож на Землю, но, тем не менее, показывает, как разнообразен и удивителен космос, и что ответ на вопрос «Есть ли мы одни?» может ждать нас там, где мы совсем не ожидали. Уран – перевернутая планета. Уран – это космический бунтарь, перевернутая планета, которая не просто вращается, а крутится словно игрушка, уронившаяся с полки. В отличие от всех остальных планет Солнечной системы, Уран лежит на боку. Его ось вращения наклонена почти на 98 градусов. Представь себе мяч, который вместо привычного кручения вокруг вертикальной оси катится по Земле боком. Вот так и Уран совершает свой путь вокруг Солнца. Это странное положение не просто курьез, а ключ к разгадке его таинственной истории. Ученые считают, что такой наклон – следствие гигантского столкновения в далеком прошлом, когда какой-то массивный объект размером с Землю врезался в Уран, сбив его с оси. Этот удар настолько мощный, что перевернул всю планету, и теперь сезонные изменения на Уране – это не просто смена времен года, а настоящая космическая драма, когда полюса по очереди смотрят прямо на Солнце, получая по 42 года непрерывного света, а затем столько же темноты. Уран – ледяной гигант, что значит, что его атмосфера состоит в основном из водорода, гелия и метана. Метан – вот секрет его цвета.
Именно он поглощает красные лучи солнечного света и отражает синие и зеленые, давая планете ее узнаваемый бирюзовый оттенок. Но за красивой внешностью скрывается суровая холодная реальность. Температура на Уране падает до минус 224 градусов Цельсия, что делает его самой холодной планетой Солнечной системы. Под этой ледяной атмосферой предположительно скрывается слой аммиака, воды и метанового льда, образующий мощную смесь. Настоящий суп из льда, который отличает Уран от газовых гигантов типа Юпитера и Сатурна. Его внутреннее строение остается загадкой, но ясно одно – это не просто газовый шар, а сложный мир с уникальными физическими и химическими процессами. Уран – это своего рода космический эксперимент, который демонстрирует, насколько разнообразными могут быть планеты и их эволюция. Его перевернутая ось, ледяная атмосфера и экстремальные условия заставляют нас пересмотреть представление о том, как устроены миры за пределами Земли. В этом странном гиганте скрываются много загадок, которые ученые будут разгадывать еще не одно десятилетие, пытаясь понять, как одна случайность в далеком прошлом превратила его в самого необычного обитателя Солнечной системы. Уран внешне кажется спокойным и даже скучным. Бледно-голубой шар с едва заметными полосками и пятнами, в котором нет ни бурь, ни драматических вихрей вроде большого красного пятна на Юпитере. Но за этим кажущимся равнодушием скрывается целый мир тайн и загадок, спрятанных в облаках и глубинах этой ледяной планеты. Что же скрывают эти невзрачные облака? И насколько на самом деле опасно нутро Урана? Облака Урана состоят из смеси аммиака, метана и водорода, компонентов, которые на Земле ассоциируются либо с удобрениями, либо с суровыми промышленными химикатами. Метан в атмосфере поглощает красный свет, заставляя планету светиться холодным бирюзовым оттенком. Но этот же метан – своеобразный химический сигнал, что на Уране могут происходить странные процессы. Аммиак, хоть и ядовит, в таких условиях создает нечто вроде ледяных кристаллов и облаков, перемешивающихся с другими химическими соединениями. Под видимой атмосферой скрывается толстый слой жидких и ледяных веществ. Вода, аммиак и метан – в экстремальных условиях превращаются в экзотические формы – сверхжидкие, металлические или полупроводниковые. Величина давления и температура в этих слоях достигают таких значений, что обычные физические законы начинают подчиняться экзотическим правилам. Можно представить нутро Урана как огромное подземное море из странных льдов и жидкостей, которые ведут себя не так, как вода в океане, а скорее как нечто уникальное – космический суп, где одновременно и холодно, и жарко, и тяжело, и динамично. Несмотря на свою внешнюю тишину, Уран – это планета с потенциально опасной внутренней активностью. Возможно, там происходят мощные потоки конвекции, которые медленно меняют его магнитное поле, образуя гигантские магнитные петли и шары из плазмы. Магнитосфера Урана – одна из самых странных в Солнечной системе, потому что магнитное поле смещено от центра планеты и наклонено почти так же, как ось вращения. Это создает сложные электрические и магнитные взаимодействия, которые могут влиять на атмосферу и, возможно, даже вызывать слабые, но долгие бури. Так что за спокойствием Урана скрывается настоящий химический и физический кошмар. Смесь ядовитых газов, необычных льдов и магнитных аномалий. Он может показаться скучным лишь тем, кто не смотрит глубже. А для ученых Уран – это настоящая лаборатория экстремальных условий, где природа творит то, что мы едва можем себе представить. Там, где обычные законы физики уступают место странным эффектам, и каждая капля аммиака или метана превращается в вызов для нашего понимания космоса. Уран – это настоящий космический рэпер с перевернутым битом. Его ось вращения наклонена почти на 98 градусов, и он крутится буквально на боку, словно планета, которая решила сыграть в космическую шутку с остальной Солнечной системой. Это уникальное положение, ни одна другая планета не демонстрирует такого драматичного наклона. Почему так получилось и как эта аномалия влияет на его ледяную анатомию? Начнем с самого главного. Гипотеза о том, что миллиарды лет назад на Уран рухнул гигантский протопланетный объект. Не просто страшилка для ученых, а обоснованное предположение. Представь, массивный объект, сравнимый по размерам с Землей, врезается в Уран под острым углом, словно боксерский удар, который сбивает планету с ног. Удар не просто меняет направление оси, но и запускает сложные процессы внутри, разбивает ядро, перемешивает слои льда и газа, заставляя все внутри планеты перегруппироваться. Такое экстремальное положение вращения приводит к невероятным сезонным эффектам. Вместо привычных нам 4 сезонов по 3 месяца, на Уране полярные регионы получают по 42 года постоянного солнечного света, а затем столько же полной темноты.
Это не просто смена дня и ночи, это настоящая ледяная сауна с экстремальными контрастами, которые влияют на атмосферу и климат планеты. Внутренняя структура Урана – это ледяная смесь воды, аммиака и метана, которая создает суп с уникальными физическими свойствами. Этот ледяной коктейль ведет себя иначе, чем обычный газ, и под давлением и температурой внутри планеты может превращаться в экзотические формы вещества, такие как сверхжидкий или металлический лед. Именно эта ледяная анатомия делает Уран ближе к ледяному гиганту, чем к газовым планетам, таким как Юпитер или Сатурн. В итоге, перевернутая ось Урана – это результат древней космической катастрофы и отражение сложнейшей внутренней структуры. Он не просто лежит на боку, он демонстрирует нам, насколько хаотичным и непредсказуемым может быть космос, где одна случайность меняет судьбу целой планеты, превращая ее в уникальный, загадочный мир, который до сих пор продолжает удивлять ученых и фантастов. Нептун, владыка бурь. Нептун – это настоящий царь штормов в нашей Солнечной системе. Планета, где бушуют такие ветра и бури, что даже самые свирепые ураганы на Земле кажутся детской забавой. Его статус «владыки бурь» – не просто красивая метафора, а результат удивительных физических процессов, которые творятся в его глубинах и атмосфере. За глубоким синим цветом Нептуна скрывается атмосфера, насыщенная метаном, который поглощает красный свет и придает планете этот холодный, мистический оттенок. Но именно на этой ледяной гигантской планете ветры могут достигать скорости до 2400 км в час. Это в 7 раз быстрее самых мощных торнадо на Земле. Представь себе, если ты стоишь посреди этой стихии, тебя просто сдует за секунды. Но откуда столько энергии в таком холодном мире? Ответ – внутренняя теплоотдача планеты. Несмотря на огромное расстояние от Солнца и низкие температуры на поверхности, Нептун испускает в космос в 2 раза больше тепла, чем получает от светила. Это тепло – двигатель мощных конвективных потоков, которые буквально качают атмосферу, создавая колоссальные ветровые вихри и штормы. Одной из самых известных бурь Нептуна стал Большое темное пятно. Гигантский шторм размером с Землю, обнаруженный в 1989 году космическим аппаратом Voyager 2. Эта буря – настоящий ураган гигантских масштабов с сильнейшими ветрами и гигантскими облаками, движущимися со скоростью космического лайнера. Однако, что интересно, в отличие от бурь на Юпитере, штормы на Нептуне могут внезапно появляться и исчезать, словно живые существа. Под этими бушующими облаками скрываются слои ледяных и газовых смесей, где давление и температура создают условия для экзотических состояний вещества. Метан, аммиак, вода. Все это находится в форме не совсем привычной для нас, и взаимодействие между этими веществами под высоким давлением питают огромную динамику планеты. Нептун – это не просто планета ветров, а настоящий живой, дышащий организм, где энергия кипит под хрупкой атмосферной коркой. Его бури – это символ силы природы в экстремальных условиях, напоминание нам, насколько хрупка и удивительна наша Земля на фоне этого безжалостного и непредсказуемого владыки космоса. В Солнечной системе есть легенда о шторме, который не просто сильнее ураганов на Земле, а способен убить самого Юпитера, великой тьмы на Нептуне. Представь себе бурю, которая бушит со скоростью ветров, превышающей 2400 км в час. Это в 7 раз быстрее самого свирепого торнадо на нашей планете и в разы мощнее тех гигантских вихрей, которые Юпитер носит как шрамы на своей газовой поверхности. Великая тьма – это не просто шторм, а целый вихревой монстр, который был впервые замечен в 1989 году аппаратом Voyager 2. Он гигантских размеров, размером с Землю, и это еще не самое страшное. Его ветры вращаются с такой бешеной скоростью, что даже у могучего Юпитера не найдется такой мощи. Этот шторм – манифестация невероятной внутренней энергии Нептуна, который испускает в космос в 2 раза больше тепла, чем получает от Солнца. Вся эта энергия питает бурю, заставляя ее бушевать как гигантский вулканический взрыв, только на высоте сотен километров в атмосфере. Внутри Великой Тьмы – настоящая боевая зона для молний, гигантских вихрей из метана и аммиака, ледяных облаков и невероятных перепадов давления. В таких условиях никакая земная техника, даже самые продвинутые зонды, долго не протянула бы. Давление и скорость ветров просто разорвут все на куски. Ученые до сих пор не могут точно понять, почему эта буря существует так долго, почти 400 лет, столько же, сколько длится и большое красное пятно на Юпитере, но при этом Великая Тьма куда более свирепа и непредсказуема. Она словно
живое существо, которое то вспыхивает с новой силой, то затухает, только чтобы через время взорваться с еще большей яростью. Так что Великая Тьма – это не просто шторм, а настоящее доказательство того, что в нашем космосе есть силы, способные сокрушить даже самых больших гигантов. Юпитер могуч, но перед стихией Нептуна даже он выглядел бы словно ребенок перед бурей, которую не остановить и не приручить. Тритон – это не просто спутник, а настоящий космический бунтарь и загадка, выпавшая в наследство от самых дальних уголков нашей системы. Он словно пришелец из пояса Койпера, холодного и мрачного региона за орбитой Нептуна, где царит вечный лед и мрак, а солнечные лучи едва касаются поверхности. И вот этот замерзший странник оказался в гравитационных цепких лапах Нептуна, спутник, который в буквальном смысле плевок в привычные законы орбитальной механики. Почему плевок? Потому что Тритон – единственный крупный спутник в Солнечной системе, который вращается вокруг планеты в обратном направлении, словно протестуя против всего космического порядка. Это не просто редкость, это знак, что Тритон был пойман гравитацией Нептуна, а не образовался вместе с планетой, как большинство спутников. Такой космический захват – это невероятно редкое и жестокое явление, потому что с точки зрения физики объект должен был бы либо врезаться в планету, либо быть выброшенным обратно в холодный вакуум. Но этот пленник далеко не просто лед и камень. Тритон скрывает под своей замороженной поверхностью целый мир таинственных возможностей. На нем обнаружены геологические активности, гейзеры азота, выбрасывающие струи газа и пыли, словно маленькие криовулканы. Это говорит о том, что под ледяной коркой прячется внутреннее тепло и, возможно, даже океан жидкой воды. И именно здесь, под этими слоями вечного холода, возможно, таится микроскопическая жизнь, экстремофилы, адаптированные к самым суровым условиям, что для нас выглядит как настоящий космический кошмар. В научном сообществе Тритон рассматривается как потенциальное убежище для жизни за пределами Земли, место, где химия и геология создают условия, которые могли бы поддерживать простейшие формы жизни. Исследование этого спутника – это как путешествие в прошлое и будущее одновременно, попытка понять, как жизнь может существовать и выживать в самых безжалостных уголках Вселенной. Так что Тритон – не просто замерзший спутник Нептуна, а символ того, что в нашей системе есть скрытые миры, которые не подчиняются правилам и готовы раскрыть свои тайны тем, кто осмелится их искать. За гранью межпланетный хаос. За гранью привычных орбит, где свет от Солнца едва пробивается через миллиарды километров пустоты, начинается настоящий межпланетный хаос. Зона, где правила классической астрономии превращаются в хаотичный танец гравитаций, столкновений и бесконечных загадок. Это не просто пустое пространство. Это территория, где встречаются обломки древних миров, замороженные остатки первичного материала Солнечной системы и беглые космические тела, которые не нашли себе пристанища ни на одной планете. Представьте себе арену, где 1001 мелкая планета, астероид или комета двигаются по непредсказуемым траекториям, постоянно рискуя врезаться друг в друга или быть выброшенными в межзвездное пространство. Именно там, за пределами орбит известных планет, обитают пояс Койпера и облако Аорта, хранилище древних космических реликвий, которые хранят историю рождения нашей Солнечной системы. Это словно музей под открытым небом, где каждый камень – загадка, каждая комета – посланник из самых далеких уголков. Но межпланетный хаос – это не только лед и камень. Это зона, где время и пространство искривляются под давлением гравитационных взаимодействий. Малейшее отклонение в траектории может привести к катастрофе, столкновениям, которые рождают новые объекты, или к резкому ускорению, выбрасывающему тело за пределы Солнечной системы, навсегда превращая его в странника между звездами. Там, где кажется, что царит пустота, на самом деле кипит невидимая борьба за существование. Этот хаос – источник как угроз, так и возможностей. Угроз, потому что именно из-за объектов из пояса Койпера или облака Аорта могут возникнуть смертоносные кометы, угрожающие жизни на Земле. Но и возможности, ведь эти древние тела содержат редкие элементы и органические соединения, которые могут пролить свет на происхождение жизни и даже стать ресурсами для будущих космических экспедиций. Таким образом, за гранью наших привычных миров лежит не просто пустота, а настоящий лабиринт из хаоса и порядка, где судьбы планет и жизнь на них зависят от тонкой игры гравитаций и случайных столкновений. Межпланетный хаос – это рубеж, который человечество только начинает осваивать, и именно там спрятаны ключи к разгадке тайн Вселенной. Пояс Койпера
Это словно заброшенный край света нашей Солнечной системы, зона, куда заглянуть было невозможно до совсем недавнего времени. Представьте себе холодный мрачный пояс ледяных объектов, кружащихся за орбитой Нептуна, вдали от привычного солнечного тепла и света. Здесь царят молчание и мороз, где даже свет Солнца превращается в бледное и редкое сияние. До начала 21 века мы вообще не знали о существовании множества этих далеких миров. Плутон, когда-то считавшийся 9-й планетой, теперь воспринимается скорее как король этого ледяного царства, один из крупнейших объектов пояса Койпера. Его открытие в 1930 году стало лишь первым звоночком, а после 2000-х ученые обнаружили множество других, не менее загадочных миров, таких как Эрида, Хаумea и Макимаки. Эти тела представляют собой целую новую категорию – карликовые планеты, каждая из которых несет в себе уникальные истории и тайны происхождения. Эрида – один из самых ярких и массивных обитателей пояса, настолько крупный, что именно она стала причиной переосмысления статуса Плутона и введения термина «карликовая планета». В ледяных недрах Эриды и других объектов пояса, возможно, скрывается древняя история формирования Солнечной системы, свидетельство столкновений и первичных материалов, из которых когда-то сложились планеты. Но пояс Койпера – это не только история, это и вызов для современного человечества. За его пределами начинается облако Аорта, гипотетическая сфера ледяных тел, еще более далекая и таинственная, которая может содержать миллиарды комет, лишь изредка бросающих нам свои яркие огненные приветствия. Эти отдаленные миры – своего рода последний рубеж перед космической пустотой, граница между знакомым и неизведанным. Они напоминают нам, насколько мала и уязвима наша планета на фоне огромного, холодного и малоизученного пространства. И пока мы только начинаем изучать эти ледяные острова, можно быть уверенными. Впереди нас ждет еще больше открытий, которые смогут кардинально изменить наше представление о Солнечной системе и ее истории. Аортово облако – это как невидимый бастион, защищающий и пугающий одновременно. Представьте себе гигантскую сферу, которая окружает всю Солнечную систему на расстоянии в десятки тысяч астрономических единиц. Так далеко, что свет от Солнца там слабее, чем самый тусклый фонарь в ночи. Это пространство, где миллионы, если не миллиарды ледяных тел, комет и обломков замерли в ледяном оцепенении, словно спящие стражи, готовые в любой момент ожить и кинуться в глубины космоса или прямиком к нам на голову. До сих пор никто толком не видел Аортово облако. Оно слишком далеко, слишком тускло, чтобы заметить его даже с помощью самых мощных телескопов. Его существование подтверждается лишь по траекториям длиннопериодических комет, которые внезапно появляются из глубин космоса, словно гости из мрачного прошлого Солнечной системы. Эти кометы – своего рода кинематографические посланцы из Аорта, каждый из которых несет в себе древнюю историю формирования планет, сохранившуюся в ледяных слоях. Но за этой красотой и загадочностью скрывается и угроза. Миллионы ледяных бомб, которые могут сгореть в атмосфере Земли, или, что хуже, ударить по поверхности, уничтожая целые экосистемы. История Земли знает такие случаи. Падения астероидов и комет вызывали массовые вымирания и климатические катастрофы. И Аортово облако – своего рода кладезь потенциальных убийц планет, зажатый в ледяных объятиях. С другой стороны, Аортово облако – это кладезь первичного вещества, из которого когда-то сформировалась наша планетная система. В этих древних ледяных телах могут храниться органические молекулы, строительные блоки жизни, те самые, которые могли однажды подарить Земле первые зародыши биологии. Изучение этих объектов – это не просто научный вызов, а попытка понять нашу собственную историю. Кто мы, откуда пришли, и как Солнечная система стала тем, чем она есть. Так Аортово облако предстает перед нами в роли невидимого, но крайне важного защитника и источника опасности, а также ключа к тайнам происхождения жизни. Оно напоминает, что за пределами привычного нам мира скрываются величайшие загадки, которые человечество еще только начинает постигать. Вот так, друзья, наше космическое путешествие по Солнечной системе подошло к концу. От раскаленного Солнца до ледяных окраин Аортово облака мы прошлись по самым загадочным и опасным уголкам нашего звездного двора. Надеюсь, эта экскурсия подарила вам не только новые знания, но и зажгла искру космического любопытства. Ведь в бескрайних просторах Вселенной всегда найдется место для открытий. И кто знает, может, именно вы станете следующим исследователем новых миров. Если вам понравилось это путешествие, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые космические истории и открытия.
А если есть вопросы или идеи для будущих выпусков, смело пишите в комментариях. Мне важно знать, что вам интересно. До новых встреч в бескрайних просторах Вселенной.